Что будет с сыном мента, если он попадет в тюрьму? Спросит с него или нет? Может быть, ему уважение какое-то будет, потому что папа на свободе походатайствует за него. И вообще, есть ли какой-то спрос с людей за поступки их родителей в местах не столь отдаленных? Сегодня об этом будет наш выпуск. Всем привет, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Для тех, кто впервые на моем канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь ни в коем случае. Здесь я просто рассказываю свой опыт, и высказываю мнение по каким-то моментам, в которых я компетентен, не более. Как-то раз уже делал видео по этому поводу, опять люди просят, не могу отказать, поэтому я вас услышал, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если кто не подписан. Это несложно, это бесплатно, я договорился с Ютубом, все норм. Ну и пишите мнение в комментариях по этому поводу, и что бы вы еще хотели от меня услышать по данной тематике. Давайте начинаем. Пока не забыл. Открыв ссылочку в описании, вы найдете мой ВК, Инстаграм, второй канал, ТикТок и много-много чего интересного. Короче, вот теперь точно вперед. Я расскажу вам несколько историй, которые я повидал на своем веку. Какое отношение к людям. Ну, например, если у них служили там родственники, там отцы, там еще кто-то в таких в госструктурах, скажем. В принципе, сейчас могу вам, знаете, что сказать. Спроса нет. И на этом можно было бы заканчивать. Но не все так просто, не все так однозначно. Все-таки в тюрьме сидят тоже люди. И человеческий фактор, он везде играет свою немалую роль. И случались все-таки инциденты. Первый случай, наверное, самый такой яркий, который я запомнил, это, случилось, что все-таки человека опустили. Прямо вот в прямом смысле этого слова. И вот в том контексте, который вы именно имеете в виду и постоянно у меня за него интересуетесь. Да, его продырявили за то, что он был сыном оперативника. Это было на малолетке, когда я первый раз свой срок отбывал в 2003 году. При всем этом этот человек, этот парень, он был физически здоровый, физически крепкий. Но, тем не менее, его загнали в обиженные. Подробностей не знаю, это происходило в соседней хате. А к нам в хату его потом тоже закинули. Как закинули? Он оттуда убежал. То есть он убежал, потому как над ним там издевались всячески, да. Вроде бы ничего удивительного, потому что низшая каста в тюрьме там, да, наверное, так и задумано, чтобы там над ними издевались, да, в этом месте такие правила. Но если идти, допустим, дальше, да, малолетка, это там дебилы сидят, и они не имели права ни в коем случае его за это загонять, потому что, он не отвечает за своего отца, то есть, он в этом не виноват. Он, наоборот, выбрал такой, криминальный путь, его должны были поощрить, а его, не знаю, продырявили в какое место, уж эти подробности я точно вам сказать не могу. Вот. В общем, эту тему раскачали, видимо, он сам сказал. Тюрьма все-таки такое место, где не надо ничего рассказывать, не надо говорить, и вообще больше надо слушать. Конечно, вопросы там будут задавать, но отвечать надо было, как держать язык за зубами. Да? Не верь, не бойся, не проси, лишнего ничего не говори. Потому что там бывают, во-первых, и подсадные всякие утки сидят, которые стучат, стукачи. Бывали такие случаи, что люди любили рассказать о своих делах, да, которые на свободе, тогда-то, тогда-то, то-то, то-то сделал. Потом, через день или два, смотришь, его по этому делу вызвали и уже допрашивают. Кто-то из сокамерников рассказал. Как говорится, нас было двое, нас кто-то сдал. Это один момент. Второй момент, там действует правило человек человеку волк, Еще раз вам повторюсь, там такое место, там друзей себе, братьев каких-то искать. Нет, это не получится. Это все сказки, эта вся романтика, она пребывает в меньшинстве своем. Нормальных людей там действительно мало. Поэтому люди стараются как-то найти постоянно слабого и его как-то за счет него самоутвердиться. Как-то человека опустить морально, физически. Соответственно, когда
он, видимо, где-то, ну, а люди по своей неопытности, тем более малолеткой, там, ну, человек как бы первый раз в тюрьме, еще и мозгов нету. Вот. Он, видимо, эту ситуацию как бы рассказал, что у него папа там является ментом. Он, может быть, думал, что там как-то ему за это воздастся, что там как бы к нему будут там хорошо относиться, боясь, что там папа за него как-то будет там мазу тянуть через тюремную охрану, но нет. Случилось как раз-таки наоборот, там никто за него не заступился, а его просто кучей как бы загнали в петушатник. И после этого, когда его туда загнали, над ним начали там еще сильнее издеваться, там, заставлять его там, ну, чуть ли не говно хавать, знаете. Хотя, в принципе, как бы, ну, они не имели это права делать, если вот брать там уже взрослые зоны, там, общий режим, строгий режим. Там сидят люди, они над петушней там не издеваются, как бы, ну, дают жить. У них есть там свои обязанности, уборка территории, там, ходят они там, бычки убирают, там, толчки, вот. Но как бы гнобить их весь срок никто не гнобит. Да, бывают те, конечно, которые чпокаются там, но как бы их нет такого, что как бы раз пошел его там, слышь ты, вот ты петух, пошли, короче, там тебя сейчас буду драть. А там такого нет на взрослых зонах. Там как бы даже есть, ну, если и есть те петухи, которые как бы активные, да, скажем, в этом плане, в плане работы, да, вот этой вот интимной, с ними договариваются, там, не там за пачку сигарет, еще что-то, короче, по обоюдному согласию. Все это происходит. Ну, а над ним вот издевались, и к нам завели этого чела. Я сначала даже не понял, а он стоит в дверях и говорит такой, ну, там такая фигня, метров по 2, наверное, была, здоровый. И говорит, короче, я, говорит, типа, ну, обиженный. Я такой, ничего себе. Говорит, вот соседней хаты. А я говорю, я понял. Кто ты, что там? Ну, слышал, как бы, что у них сидит такой-то, такой-то. Я не знал, конечно, там, что они с ним делали, творили, как он там оказался. Но эту историю я слышал. Вот. И теперь давайте еще одну историю вам расскажу. Вот он я перед вами. Да? Не тот человек, про которого я рассказывал. Нет, я тот человек, чей отец был ментом, но не родной. Но я его отцом называл. Царство ему небесное. То есть, мой родной отец, тоже он погиб, он был коренной обитатель тюрьмы, уголовник, то есть он отсидел, освободился, познакомился с моей матерью, потом, когда мне было 4 года, он опять уехал. Но, получается, мой второй, ну, я его отцом звал, он меня как бы заставлял, ну, навязал мне эту канитель, да, но я его звал отец, папа. Вот он был сотрудником Московского уголовного розыска, потом его оттуда выгнали, он там стал, не знаю, это было давно, он умер там в 2001 или 2002 году, он спился потом. Вот. Но да, он был действующий сотрудник, он этим прям гордился, я помню, когда уже его выгнали, напивался, садился передо мной и постоянно мне говорит, я бывший мент, я там сотрудник уголовного розыска. Видно, такой он лютый, людей-то, я думаю, он там допрашивал, будь здоров. Ну и короче, что? И я эту фигню тоже сказал, когда я был в тюрьме. Вот. Ну, знаете, там как, я как бы готовился-то к тюрьме заранее. То есть я был готов, что там, если там что-то какие-то поползновения, и там драться, и заточки хватать, и все что угодно. Вот. И я эту фигню рассказал, кстати, не сразу, а когда уже, ну, не потому, что я боялся, когда я туда зашел, да, я как бы об этом вообще не думал. Я эту фигню рассказал, когда вот эта канитель уже произошла у них, там, да, вот это вот в соседней хате, и, говорит, там, ну, и там, когда что-то такое происходит, человека опустили там за что-то, они пишут маляву там, бумажку и такую, и она по всей тюрьме ходит, что такого-то, такого-то опустили там за тот, за тот. Их, конечно, там, смотряга за тюрьмой, там, разъебал за это, говорит, типа, вы что, охерели? Так нельзя делать. Но уже как бы человека не поднимешь, если он опущен, уже обратной дороги нет. А когда я эту фигню узнал, я говорю, что вам там было, что или нет? Он говорит, да, там приходил, смотряга, там, чуть пизды не дал нам всем, короче, орал тут. Вот. Я говорю, слушай, а у меня вот такая ситуация, у меня как бы, ну, не родной отец, у меня отчим был ментом, как бы. Я говорю, ну, вы что, меня тоже бы загнали в петушатник? Ну, на что они, конечно, да не, ну, там, у тебя же не родной отец, там, вот, и тем более, там, вот, у тебя так вот получилось, родной-то у тебя там, типа, ровный был мужик, там, и так далее. Но по большому счету, знаете, можно попасть в такую прожарку, им будет абсолютно похеру. То есть, как бы, родной он у тебя, отец твой, был или нет. То есть, я знаю прекрасно на себе, что такое, когда тебя прессует коллектив.
эмоционально. То есть у меня было такое, что когда ты сидишь, сидит перед тобой вот этот блаткомитет в количестве там 5-6 человек, и ты один отвечаешь на их вопросы. А я думаю, вам не надо объяснять, что как бы вот есть зэки, которые базарят. У них подвешена метелка, вот эти вот старые арестанты, тоси-боси. Они по фене с тобой разговаривают, а ты если как бы только заехал и ничего не понимаешь, и ты сидишь, ты там встреваешь вообще, короче, 5-10 минут. Максимум с тобой ведется диалог, а потом уже как бы, все, ты попал. Там я видел такие случаи, люди столько на себя наговаривали, а потом просто за голову хватались. Вот, то есть, понимаете, тут, вернее, там другое место. Тут, если у тебя какой-то конфликт, ты ушел, не знаю, кто как решает свои конфликты. Кто-то драками, кто-то уходит, кто-то друзей зовет, кто-то в милицию звонит, полицию. Там же как бы такое место, если происходит конфликт, тебе приходится сидеть до победного, пока они от тебя не отстанут. То есть ты не можешь никуда ни уйти, ни пожаловаться, никто за тебя не впряжется. Как бы, вот такая канитель. Школа это очень жесткая. Никому не желаю ее пройти, ребят, не дай бог вам туда попасть. Вы вот слушайте меня, мотайте на ус, потому что там вообще 5 секунд находит какую-то вот канитель за человеком, да, если слабость дал, вот как вот, знаете, может быть, кто-то слышал, там говорят, что типа если, как себя типа там вести, там, да, там, ну как поставишь, вот на самом деле да, больше можно ничего не говорить, вот как поставишься сразу. Были, конечно, такие люди, которые заходили и это прям настолько буквально воспринимали, что с порога чуть ли не начинали там, давай, блядь, подходи по одному, я там не дамся вам себя продырявить там и так далее. Были такие, серьезно. То есть они заходили, им предлагали там чай, сигарет, они нет, не надо мне ничего, все, не надо, все. Я все знаю, не верь, не проси, не бери, короче, там, ничего не базарь, там, все, где, я вон там лягу, короче, все. Вот, бывали такие. Потом, оттаивали, объясняют, что, типа, слушай, старичок, как бы, не все вот так вот прям здесь жестко-то. Вот, но вообще, по большому счету, сразу, да, как себя покажешь, слабость дашь, короче, могут потом, короче, если не будут здравого какого-то человека в хате, который потянет, скажем так, мазь, скажет, да, отстаньте от человека, как бы, блядь, он только заехал, да, что вы вот им, типа, к нему пристали. Если не будет такого человека, да, могут, короче, сгнобить, сгноить, если человек слабый. Прощупывают прям, да, вот это вот болевые эти точки, слабости людские, короче, и вот зачем? Сжирает само себя. Мне всегда было неприятно это все, но ничего не поделаешь, такие правила того места. Вот, приходится по ним играть. И вот возвращаясь опять ко мне, естественно, вопросов никаких не было вот, по этому поводу. Я это открыто сказал. Хотя я мог это и не говорить, понимаете? Никто бы об этом не узнал. То есть я сидел в Рязани. Жил я в Москве, короче. Вот. То есть то, что у меня был отчим, который умер еще там за 2-3 года до того, как я первый раз сел, и то, что он был когда-то ментом, потом спился, умер, об этом бы никто не узнал никогда. Вот. Но если только не заехал бы какой-нибудь мой брат двоюродный или еще. И то, хрен его знает, сказал бы он это или нет. Я сказал, потому что, как бы, мне нечего бояться было, как бы, я, знаете, даже не то, что нечего было бояться, я всегда, как бы, умел за себя и умею постоять. И в физическом плане, и в моральном. Вот. Я этим там не то, что горжусь, там, но, как вам объяснить, пользуюсь этим, скажем так. Да, всю жизнь. Вот. Чего и вам желаю, на самом деле, ребят. Это сейчас я подвожу итог к тому, что сила в правде, на самом деле. Но человек, вот, про которого я рассказал в самом начале, он, конечно, молодец, что сказал правду. Но человек этот оказался слабый духом. Это работает, вот эта поговорка, да, которая вот из всеми нами любимого фильма, вот эта сила в правде, она работает только когда есть вот эти именно два составляющих. И сила есть у тебя, и правда. То есть, если у тебя есть только правда, то без силы. Она и силы-то не имеет. А если у тебя есть только сила, то рано или поздно на тебя найдется какая-нибудь управа. Видите, однокоренные слова: правда, управа. Думаю, вы поняли. Не однокоренные, сейчас меня там затроллят опять, скажут, блядь, колхозник рязанский, что ты несешь. То есть, я надеюсь, до вас донес. То есть, если ты можешь говорить правду, если ты за нее вытянешь. Если не вытянешь, люди, как правило,
старается обходить углы и больше помалкивать. Ну вот я такой человек, я как бы всегда был уверен в себе и до сих пор остаюсь во многом, да, я, конечно, не бессмертный, не бесстрашный, не боятся только дураки, но как бы это, вы знаете, как говорится, знай себя, то есть рассчитывай свои возможности. То есть я знаю, что если, допустим, я вот это скажу, я за это вывезу и в физическом плане, и в моральном. То есть, ну, если я понимаю, что если я сейчас скажу и там буду неправ, там, да, и мне за это как бы и словесно как бы прилетит, и может быть по голове, естественно, я этого не говорю. Я слежу всегда за как бы тем, что я говорю, что я делаю. Вот, в принципе, и все. Вот в чем правда. Надеюсь, вы меня услышали. Не буду уже прям подводить еще больше итог. Надеюсь, суть до вас донес. Суть такая ролика, если уже там все, давайте заканчивать, то что по идее вообще вот по тем понятиям, по законам спроса нет за это. Хоть у тебя там генеральный прокурор, папа. Но бывают люди, которые находят повод как бы и один хрен портит жизнь другим. Вот. Из-за того, что у них там то-то, то-то там в жизни какие-то моменты. В общем, вот так вот. Поэтому, ребята, не занимайтесь никакой фигней. Вот слушайте мои рассказы, смотрите мои обзоры. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комменты. Вот. И не занимайтесь никакой фигней, не попадайте в плохие места. Ну а с вами был Миша Выплюшка. Давайте берегите себя. Увидимся.